Зеленский отверг условия Путина. Трамп удивил Европу. Зеленский не соглашается с выдвинутыми Путиным условиями, но проявляет интерес к получению деталей относительно меморандума. Что именно не устраивает Киев? Обмен заключенными, поздравления с рождением внука, разговор о потенциальных возможностях и полное отсутствие упоминаний о санкциях. Украина и Европа в недоумении от позиции Трампа в отношении Кремля. Как отреагировал мир на переговоры между Москвой и Вашингтоном? Приветствую всех! Это канал ProTech, четко, кратко и по существу о главном, что обсуждают в мире. Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте ответить на мои вопросы. Поехали! Латвия нацелилась на развитие военного производства. Рига готовится сделать серьезный шаг в оборонной сфере. Власти Латвии ведут диалог с немецким концерном Rheinmetall по поводу создания оружейного завода на своей территории. Стратегический шаг, способный заметно усилить военный потенциал страны у самой российской границы. Переговоры находятся в начальной фазе, однако подтверждены обеими сторонами. Об этом сообщает Bloomberg. Уточняется, что Германия уже начала строительство завода боеприпасов в Литве. Теперь и Латвия стремится достичь аналогичного успеха, ускоряя партнерство ради укрепления безопасности восточной части НАТО. Основная цель – показать, что речь идет не просто о заводе, а о серьезном сигнале. Это месседж тем, кто рассчитывает посягнуть на территориальную целостность стран Балтии. Bloomberg также сообщает, что Рига обсуждает возможное сотрудничество с итальянским оборонным холдингом Leonardo SPA. Латвия, Литва и Эстония остаются одними из самых непримиримых членов ЕС и НАТО в отношении целей Кремля. Они призывают увеличить расходы на оборону и расширить санкции против России. Все три государства поддерживают идею о выделении 5% ВВП на военные нужды, включая инвестиции в артиллерию и системы ПРА. В западных СМИ упоминается и так называемый теневой флот РФ, который находится под вниманием союзников. После недавнего инцидента с попыткой досмотра российского судна в эстонских водах в регионе усилили меры давления, сообщает Bloomberg. Премьер-министр Латвии Эвика Селини заявила: «Мы не позволим неучтенным судам бесконтрольно действовать. Мы прекратим их свободные передвижения». В прошлых выпусках я уже рассказывал о напряженной ситуации в Балтийском море. Сначала Эстония попыталась задержать российское судно при участии катеров и вертолетов НАТО, но операция не увенчалась успехом. Позже Россия ответила, задержав танкер, покинувший эстонский порт. Теперь о трехсторонних переговорах между США, РФ и Украиной. Киев и европейские столицы выражают разочарование итогами общения Трампа с Путиным. Американский лидер, ранее заявлявший о возможных санкциях и экономическом давлении на Россию, внезапно смягчил риторику, назвав РФ богатой страной и потенциальным союзником. Аналитики считают, что Путин прекрасно прочувствовал настрой Трампа и теперь может ждать, пока США полностью отойдут от переговорного процесса. Sky News отмечает, что разговор стал для Путина больше поощрением, чем угрозой. Европа и Украина встревожены тем, что Трамп будто бы отдаляет от себя партнеров. Они надеялись, что американский президент выполнит свои обещания, ведь им жизненно необходима поддержка США. Однако реальность оказалась далека от ожиданий. Этот ключевой диалог не дал положительного результата и, наоборот, еще больше осложнил ситуацию для Киева. За несколько часов до разговора в Белом доме избегали четких формулировок, хотя обсуждение санкций велось. Слушаем заявление пресс-секретаря Трампа. Каролайн Левит, пресс-секретарь Белого дома. Планирует ли он личную встречу с Путиным? Президент, безусловно, открыт для этого. Но стоит подождать итогов этого разговора. Какова судьба новых санкций? Это вопрос уже на стадии принятия решения. Я не стану озвучивать позицию президента раньше времени, но это обсуждалось и рассматривалось. Переговоры длились 2 часа и 5 минут. Это была уже третья их беседа с момента возвращения Трампа в Белый дом. Начали они с поздравления. Путин отметил появление у американца 11-го внука. Затем перешли к теме конфликта на Украине. Путин назвал беседу конструктивной, откровенной и важной. Он вновь напомнил о корнях конфликта и подчеркнул, что Москва готова продолжать диалог с Киевом. Владимир Путин отметил, что стороны должны наметить наиболее эффективные шаги к миру. Он сообщил, что США и РФ согласовали работу над меморандумом, в котором предполагается указать ключевые положения, такие как основы урегулирования, возможные сроки заключения соглашения, а также временное прекращение огня при достижении договоренностей. Трамп же не упомянул санкции вовсе.
Напротив, говорил о безграничном потенциале России. Он заверил, что обсудил итоги переговоров с Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен, Макроном, Мелони, Мерцем и президентом Финляндии Стубом. Также заявил о немедленном старте переговорного процесса. Дональд Трамп. Россия и Украина начнут немедленные переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, об окончании войны. Все условия будут обговариваться сторонами напрямую, ведь только они знают все тонкости. По заявлению Кремля, обсуждался также обмен заключенными по схеме 9/9. Кроме того, перспективы отношений были охарактеризованы как многообещающие. Встреча Трампа с Путиным должна состояться, но сначала стороны займутся подготовкой. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Юрий Ушаков. Важно и то, что лидеры договорились поддерживать связь. Трамп сказал: «Владимир, звони в любое время, я всегда рад поговорить». Такое завершение беседы говорит о характере диалога. Тем временем CNN отмечает, что главное противостояние происходит не на поле боя. По мнению журналистов, и Зеленский, и Путин в последние недели боролись за внимание Трампа. Обе стороны пытались убедить его, что именно противник мешает установлению мира. Судя по всему, Путину удалось убедить Трампа. Слушаем дальше. Похоже, Трамп и Путин считают, что только они обладают необходимыми качествами для урегулирования конфликта. И в итоге, как считают они, европейцы и украинцы поступят так, как им скажут. Однако Зеленский, судя по его заявлениям, не собирается идти на поводу. Он сообщил, что провел 2 беседы с Трампом, да, и после звонка Путину. Зеленский утверждает, что Украина сможет представить свою позицию после получения полной информации о меморандуме. Также он прокомментировал требования РФ по выводу украинских войск с 4 регионов. Киев дал понять, этого не произойдет. Владимир Зеленский. Выводить наших военных села, территории Украины, никто не будет. Это моя обязанность как президента и долг наших защитников – оборонять государственность и целостность страны. Сейчас часть земель временно оккупирована из-за вторжения более крупного государства. Но никаких ультиматумов, никто не отдаст ни земли, ни людей, ни дома. Что там в меморандуме, пока непонятно. За несколько часов до переговоров вице-президент США заявил, что процесс зашел в тупик. Джей Ди Венс дал понять, что США собираются предложить России не угрозы, а сотрудничество. Джей Ди Венс. Судя по ходу переговоров, стало ясно, мы находимся в тупике. Я думаю, президент прямо скажет Путину: «Ты всерьез этого хочешь?» Мы предлагали. Если Россия прекратит насилие, то нормализация отношений принесет ей огромные экономические выгоды. Если нет, выгоды останутся недоступными. Такое же предложение звучало и для Украины, и для других стран в зонах конфликта. А как вы оцениваете прошедшие переговоры? Что думаете об их дружеском тоне? Верите ли в искренность предложения о партнерстве? Спасибо за ваши комментарии и поддержку лайком. Все новости недели в плейлисте. До встречи!